Эх, до чего же хорошо спится на свежем воздухе. Так бы и лежал без конца с закрытыми глазами. Если бы еще никто за ноги не дергал. Именно таким непочтительным образом был прерван сладкий утренний сон Родиона Васькина, студента-второкурсника. Сессия летняя сдана, значит, второкурсник уже. 19 лет от роду, закатившегося на природу в компании закадычного дружбана понаслаждаться жизнью. Программа добросовестно выполнялась даже во сне. Родька помнил, что вчера они не только ухайдакали бутылку водки, но и хорошо шлифанули ее пивком. Но какого нехорошего? Сдурел Кирюха в такую рань будить. Родька брыкнул наугад ногой и кое-как сообщил приятелю, что думает о таких побудках. Ноль эффекта. Его снова потянули за ногу. Родька брыкнулся посильнее, повернулся на спину и попытался открыть глаза, чтобы прямо глянуть в наглую физию этому будильнику. Физия оказалась огромной лохматой медвежьей мордой. Родька с облегчением снова закрыл глаза, приснится же такое. Все-таки верно говорят знающие люди, что мешать напитки не слишком полезно. Его ухватили за щиколотку и волоком потянули прочь из палатки. Это было уже слишком. Родька стряхнул остатки сна и попытался сесть. И увидел в нескольких сантиметрах от своего драного носка медвежью морду. Медведь с просонья показался просто огромным. Как гора какая-нибудь. Не Эверест, конечно, но что-нибудь вроде Казбека. Оказалось, что он притащил Родьку к дубу на краю поляны. Дуб был приметный, кряжистый. Вечером, уже порядком приняв, они смеха ради соревновались, кто точнее попадет в ствол пустой бутылкой. Ой, кажется, осколок в филе воткнулся. Хотя при чем тут осколок? Да осколков ли Родьке медведь ведь рядом. Стоит себе под дубом и таращится, будто так и надо. «Добрый день!» — брякнул Родька голосом простуженного попугая. Чего-нибудь более идиотского не мог придумать. Страх — великая сила. Он может в один момент сделать из человека безвольную ватную куклу, не способную ни мыслить, ни действовать. И он же может превратить в атлета и героя потомственного трусоватого книжного червя. Эх, не было рядом олимпийского жюри с секундомерами, новый рекорд зафиксировали бы. Отличный метод выпускать на беговую дорожку медведя. Ух, как результаты бегунов улучшатся. Босиком, точнее, в одних драных носках, Родька летел по лесу, не разбирая дороги. Поваленные стволы. Какие мелочи. Ямы от них в 5 метров диаметром. Ерунда. Все же большая скорость — дело рискованное. Со всего маху, не вписавшись в очередной вираж, Родька впечатался лбом в сосну. Перед глазами закружились красивые искорки, и сквозь них он разглядел медведя с пустой бутылкой в передней лапе. «Родька, одурел! Проснись!» Родька подскочил, не соображая, что и где. Он лежал в палатке, а над ним склонился Кирюха. Да, рожа у приятеля помятая, видать, и он перед водкой и с пивом не стойк. «Кирюха, ты!» — выдохнул Родька, еще не веря самому себе. «А кого ты ждал, коня в пальто? Или медведя из лесу?» Засмеялся приятель, но тут же сморщился и схватился за голову. Похмелье оно шутить не любит. Что за скандал ты устроил с утра пораньше? Орал как резаный и брыкался не подойти. Кошмар приснился. И как это ты исхитрился такую шишку на лбу набить? Ага, кошмар, машинально подтвердил Родька и потрогал лоб. Реально шишка. Огромная и даже немного смолистая. И Фили подозрительно побаливает. Черт знает что. Однако пережитый ужас понемногу отпускал. Вслед за Кирюхой Родька макнулся в речушку, полегчало. Следовало собираться, ибо до поселка, где ходит автобус, еще шагать и шагать. Он вытащил вещи из палатки и начал выдергивать колышки, когда его отвлекло странное бряканье. Оказалось, что это Кирюха с ловкостью бывалого нападающего подгоняет к дубу пустые жестяные банки из-под тушенки и паштета. «Чего ты их, Кир?» — поинтересовался Родька. «Да не тащить же их с собой, но пусть хоть кучи валяются», — беззаботно ответил Кирюха,
подпинывая очередную жестянку. Показалось, или в кустах промелькнуло что-то большое, бурое, мохнатое. «Слушай, Кир, надо бы все же убрать как следует. Стекло, банки эти. Люди другие придут отдыхать, им неприятно будет, да и звери могут покалечиться», — неуверенно промямлил Родька. «Если ты полагаешь, что у нас слишком много времени, можешь собирать все это», — отмахнулся Кирюха. «А мне хотелось бы попасть на автобус и не скакать при этом по лесу бегом». Родька нашел большой пластиковый пакет и присел у дуба. «Ладно, я пошел, а ты тогда догоняй, раз тебе принципиально. Где это все валяться будет?» Бросил Кирилл, подхватил свой рюкзак и зашагал прочь. Мешок оказался заполнен наполовину. Родька постарался подобрать и стеклянные осколки, засыпать их в жестяные банки. Потом пришлось, позвякивая, почти бегом бежать, все же опоздать на автобус не хотелось. Но убежал он недалеко, помешали истошные вопли, доносящиеся почему-то из Поднебесья. За очередным поворотом грунтовой дороги открылась картина маслом. Кирюха в непостижимой позе висел на ветке дерева и верещал, как целая стая сорок. А под деревом ходил туда-сюда и грозно порыкивал огромный бурый медведь. Родька прирос к месту. В таких ситуациях у людей часто все из рук валится. Вот и с ним подобное случилось. Пакет с мусором с бряканьем плюхнулся на землю. Медведь глянул в его сторону, потянул носом, не спеша развернулся и утопал в кусты. А Родька сел на землю, коленки не держали. Это новомодная медитация. Поинтересовались у него за спиной. Родька подпрыгнул и обернулся. На дороге стоял немолодой, но крепкий мужик с ружьем за спиной. Да не скачи ты, как ужаленный парень. Лесник я, Михаил Михайлович, обход тут у меня, за порядком слежу. Просто такой сцены, как вы тут изображаете, еще не видел. Так, медведь. Пискнули на два голоса Родька и Кир с дерева. Михаил Михайлович внимательно их оглядел и покрутил выразительно пальцем у виска. Классика, молодые люди. Надо меньше пить, надо меньше пить. Пить меньше надо. Какой медведь? Их тут, почитай, лет 100 как нету. Родька с Киром непонимающе переглянулись, а лесник усмехнулся. Ладно, вам, небось, в поселок к автобусу надо. Так считайте, что повезло мне тоже туда. Я вас короткой тропкой проведу. Эй, верхолаз, сам слезешь или подсоблять придется? Подсоблять так и пришлось, Кир сам не знал, как сумел забраться на эдакую страсть. Но все же его благополучно стащили вниз. Отдышавшись, он взял свой рюкзак, а Родион подхватил пакет с мусором. Раздалось бряканье, и Михалыч обернулся, а додумались убрать за собой. Хвалю, а то последнее время повадились ездить сюда не люди, а просто поросята какие-то. Хуже даже. Ума не приложу, как у некоторых получается за день-два столько мусора произвести. Не столько прямыми обязанностями занимаешься, сколько за ними крокодилами прибираешь. А вы молодцы. Всю дорогу до поселка он добродушно болтал, рассказывая про свой лес, про нелегкую работу лесника, про различную живность, что наблюдает во время обходов. Михалыч видал в своих угодьях и зайцев, и лис, и барсуков, и даже 2 волков как-то раз встретил. Только медведей не видел и божился, что и нету их здесь с незапамятных времен. Родька с Киром слушали и ничего не понимали. Они никогда об этом не говорили, но оба были уверены, что на подходе к поселку их провожатый как-то незаметно исчезнет. Но этого не произошло. Михаил Михайлович указал им направление к остановке автобуса, а сам свернул в переулок совершенно по-человечески. Что было дальше? А дальше случилось 2 вещи, и каждый может сам решать, какая из них важнее. Во-первых, Родька с Кириллом с тех
тех пор ни разу по-настоящему не напивались и водку с пивом не мешали. Ну, примут рюмочку на празднике или бутылочку пивка в компании, а больше ни-ни. Отговариваются тем, что у них атипичная реакция на алкоголь. И все говорят, что с ними очень интересно, но порядки строгие. И, конечно, никакого мусора на месте стоянки. Что можно сжечь, кострище залить, и чтоб ни у одной искры не было шансов пламенем возгореться. Остальное с собой и по достижении цивилизованных мест в урну. Только так. Такие вот строгие инструкторы Родион да Кирилл.